Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, таро расклад. Что вам по судьбе в январе? Неожиданности и сюрпризы января. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Планетарно же январь месяц обещает быть очень таким насыщенным, активным. 2 числа Меркурий перешел из ретро в прямое движение. И поэтому те вопросы, в которых были какие-то, непонятности, или, может быть, что-то встало на паузу, вы не могли с чем-то определиться, потому что была разрозненная информация. Может быть, это период второй половины декабря 2023 года, то здесь все становится на свои места. Больше ясности, больше толку, больше определенности. Дважды, потому что еще Марс 4 числа уже перешел в знак зодиака Козерог. И здесь сам по себе импульс Марса выстраивается в какую-то концепцию. Или это тот самый оптимизм, когда мы точно знаем свое направление, в котором мы хотим двигаться. Или вот тот интерес, который, вот что-то вы хотите осуществить. И как будто ноу-хау, я знаю, как мне действовать, или что я буду развивать. Здесь есть какая-то конкретика, есть прагматизм. И значит, какое-то дело определенно получится, потому что Марс это всегда приток энергии и, конечно же, уверенность. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. И у нас очень интересное новолуние 11 января. Может быть, несколько дней до него или несколько дней позже. Какая-то ваша личная история. Пусть это не для всех проиграется, но для кого-то это будет активно. Или, важно услышать. И если, к примеру, ваши отношения, которые сложились с человеком, с которым вы недавно познакомились. Но отношения, они не развивались, знакомство состоялось и что-то стало на паузу. Или это произошло раньше и тоже была какая-то пауза или неопределенность. Вот здесь у человека может словно появиться или возобновиться интерес к вашей персоне. Ему может захотеться или ей с вами где-то дружить или познакомиться поближе. И, наверное, это можете быть и вы, мои дорогие рыбы и рыбки, какое-то знакомство или какой-то персонаж вас тоже может заинтересовать. И далее, 24 января планета Венера входит тоже в знак зодиака Козерог. И у нас получается, что в статусном знаке зодиака Козерог находятся две гендерные планеты – Марс и Венера. И у кого-то из вас может так статься, вот такая метаморфоза, когда к концу января месяца вам сделают предложение руки и сердца. Или какая-то личная история для вас как будто прояснится окончательно, вполне вероятно. И дважды, наверное, и такое событие, как выход из знака зодиака Козерог Плутона 21 числа перед входом Венеры, он переходит в свободолюбивый знак зодиака Водолей. И это для нас, для всех больше вдохновения, больше творчества, больше самовыражения, больше свободы, мои дорогие. Вот у кого-то из вас проиграется больше личная жизнь, но, надо сказать, Венера это не только про любовь, для кого-то конец месяца может как раз ознаменоваться решением материальных вопросов или, приходом денег, которые вас порадуют. Будет какая-то хорошая сумма или для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, к концу января сама концепция зарабатывания денег, она отчасти может измениться, или у вас какие-то возможности новые, дохода, перспективы тоже могут появиться. У каждого по-разному. Давайте мы посмотрим, что думают карты для вашего знака зодиака. И не всегда планетарно с таро-прогнозами совпадает. Но мы узнаем. Первая карта. Фон месяца января. И если мы говорим, что вам по судьбе, наверное, что важно знать. По мнению карт, конечно. Неожиданности, которые могут прийти по судьбе. Сюрпризы, мои дорогие рыбы и рыбки, по судьбе в январе. Ваши действия. Каков результат? И давайте достанем карту «Совет». Что же важно для вас, мои дорогие рыбы и рыбки? Вот знаете, главное, чтобы не было конфронтации, раз.
Главное, чтобы вы не увлеклись какой-то пустой темой, которая важна кому-то под пафосным видом, что это какой-то вау-проект или какое-то дело, которым просто необходимо заниматься. Бывает такое по рыцарю мечей. Нам доказывают как будто правильность какой-то позиции и обязательного нашего участия. В самом деле это могут быть обычные банальные манипуляции, потому что это интересно кому-то конкретному человеку, но мы в этом не получим ни вдохновения, ни продвижения, ни материального вознаграждения. Вот тут будьте аккуратны. Не увлечься чьей-то пустой идеей, это будет важно. И есть еще другой момент, когда вы можете столкнуться с человеком, у которого сложный характер. Кто-то из вас может столкнуться и с проверяющим на работе, правда. Вот иногда такое тоже иногда проигрывается. Есть момент внезапности. Для кого-то это может быть вынуждены вы будете куда-то поехать. Вообще по этой карте она проигрывается со знаком плюс, когда вы ищете информацию и вы ее находите. Когда лично вам нужна ну, как какая-то истина, определение ваше в каком-то вопросе, и вы можете искать как юридическую информацию, вы можете искать любого порядка информацию, чтобы знать, как обстоят дела на самом деле, чтобы не было какой-то двусмысленности. Вот уход от двусмысленностей в сторону конкретики, правды, вот здесь как раз по карте проигрывается со знаком плюс. Может быть, вы столкнетесь с тем, что проектов будет много, и вы просто будете действительно уточнять каждый вопрос в отдельности, стоит мне этим заниматься или нет, стоит ли мне на что-то соглашаться или нет. Вы будете оценивать, чтобы словно не промахнуться, не поставить себя где-то под удар или не потратить время, энергию, может быть и финансы в пустоту. Вот это будет важно знать. Какая-то есть реальность, мои дорогие рыбы и рыбки, и ее важно вот так, ну, где-то логически, может быть, прагматично, даже чересчур видеть. Но, видимо, вам это будет важно. Давайте неожиданности, интересно. А вам как будто нужно с чем-то определиться или сделать выбор важный. Ну, по тузу жезлов это точно. Это сам по себе как будто Марс, который в знаке зодиака Козерог, и есть действительно какая-то конкретная цель. По крайней мере, она у вас сформируется, может быть, путем того, что вы найдете много информации. И потом из вороха вот этого информационного вы словно будете фильтровать, чтобы вам с чем-то определиться, оставить что-то одно. И мы получаем уже этот туз жезлов. Это может быть как предложение для вас, предложение по работе. Это может быть внутренний инсайт, когда касается вашего творчества или вашего личного дела. Вот здесь, если мы говорим о личном продвижении, и пусть это будет где-то через хобби или через какой-то ваш интерес, но определенно этому уделить стоит. Как будто когда туз жезлов выпадает, это действительно мы знаем как. Или где-то интуитивно можем почувствовать, в каком направлении нам стоит развиваться или прикладывать усилия, или начать что-то изучать. Здесь тоже может это проиграться. Или это может быть сам по себе словно счастливый случай. Удачный какой-то поворот событий, который для вас тоже возможности приносит. Поэтому чего-то важно не упустить. Дважды быть внимательным определенно стоит. Что же за сюрпризы? Вот поменьше в себе сомневайтесь. Нет, вот как таковых сюрпризов. Правда, с чем-то нужно определиться. А восьмерка мечей у нас говорит о чем? Это карта внутренних сомнений или страхов. Не устраивайте себе глубокую философию на мелком месте. Не ищите черную кошку в темной комнате. Вы ее не найдете, потому что ее попросту нет. Все же у нас Плутон, мы говорим, вышел из Козерога в ходе 21 числа в знак Водолея. Здесь где-то то, что было в прошлом, оно вообще не имеет значения. Мы в прошлом могли миллион ошибок совершить, а теперь, ну, есть такой момент, как будто все с чистого листа. Вот для вас важнее продвигаться вперед, нежели остановиться и устроить себе какой-то анализ предыдущей эпохи вашей жизни. Тут нужно словно квантовый скачок совершить. И вот где-то туз жезлов нам об этом говорит. Поэтому если и остановиться, то только лишь для того, чтобы найти нужную информацию, а не для того, чтобы устроить себе какое-то переосмысление
того, что уже ушло, или того, чего нет. И карта нам говорит: не мешай себе. Значит, вот подобные глубокие рассуждения, они вас могут словно накрывать в течение января и могут изрядно мешать. Ваши действия. Слаженные, выверенные действия, вообще очень интересно и символично. Правда, для кого-то из вас может проиграться, как те возможности, когда я надеюсь на самого себя. По королеве Пентаклей это та, которая построила свою собственную жизнь благодаря тому, что то, что родилось как идея в ментальности, она осуществляет в реальности. Королева Пентаклей находится всегда, практически в любой колоде Таро, среди райского сада. И это не что иное, как тот сад, который она построила своими руками, мои дорогие рыбы и рыбки. Вам действительно вот этот туз жезлов, вам какой-то свой проект предстоит реализовать. Но для вас это будет, как и финансы, финансовый успех. Для вас это будет какая-то уверенность, вот ваши действия. И продвижение на долгий период времени. Может быть, вы действительно даже интуитивно для себя просчитаете какое-то выгодное дело или будете заниматься творчеством, или новый вид заработка, или прежний вид заработка, но значит с какими-то новыми открывающимися для вас возможностями. И определенно этим заниматься стоит. Тут самое главное — видеть, что по факту, возвращаюсь к первой карте, не должно быть того, что увлекает как будто красивыми речами или какими-то большими обещаниями или каким-то чрезмерным ожиданием. Нет, есть на злобу дня конкретный проект, который вы можете просчитать уже в январе и видеть, будет это развиваться, стоит ли этим заниматься или нет. Вот доверяйте как людям, которым, правда, можно доверять. Может быть, это ваши близкие, они вас поддержат. Иногда это может быть просто знакомство с человеком, с которым сложится активное сотрудничество. И по королеве Пентаклей это у нас те, которые рождены под знаком стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, или имеют там асцендент, или, может быть, по Луне. Это те люди, которые сделали себя сами. Для них не существует каких-то преград в принципе, потому что они понимают, что да, все время будут, как и люди, меняться, обстоятельства меняться, и по королеве Пентаклей это те персоны, которые добиваются своего статуса где-то неуклонным трудом. Они умеют, как и радоваться жизни, но они умеют себя, когда надо заставить работать. Может быть, это вы будете в таких энергиях, когда есть какая-то конкретика, и я знаю точно тот план, который я хочу осуществить. И если мы говорим, королева Пентаклей сделала себя сама, и вот вы как будто с учетом туза жезлов начнете какой-то свой план притворять в жизнь и сделаете буквально, построите свое благополучие и новое качество жизни. Какой результат? Все то, что я сейчас сказала. Одна из лучших карт в колоде как раз на самореализацию, мои дорогие. Девятка кубков. Это когда и деньги есть, когда благополучие, изобилие, процветание. Когда на сегодняшний день, в январе у вас, правда, деньги вас порадуют, мои дорогие. Но и на последующий период явно есть какой-то проект. Может быть, это касается творчества, может быть, это какой-то новый вид деятельности, может быть, вы приступите к обучению, и вам это будет очень интересно в последующем. Вы эти знания сможете приложить на практику и тоже заработать деньги. Для кого-то из вас продвижение личного дела будет очень актуально, потому что нам показан человек, который как будто хозяин ресторана, таверны, и он поднимает кубок за здравие свое и посетителей. У него сегодня все под контролем, и он уверенно смотрит в завтрашний день. Он умеет как и сохранять, он умеет и зарабатывать, он умеет и радоваться жизни, он умеет и тратить. Он доволен собой и тем, что его окружает. Вот каков результат? Вас порадует результат. Какое-то очень важное решение. Вам не должны помешать ваши сомнения. Вам не должны помешать, мои дорогие рыбы и рыбки, пустые люди и пустые обещания. Есть конкретика. Видимо, в январе это для вас особенно актуально. Совет. Ваша карта. Слушайте свою интуицию. И правда, по королю
кубков, две сферы жизни, отношения и финансы. По этой карте у каждого свой какой-то проект, поэтому вам выпадает ваша карта-сигнификатор и говорит: больше доверяй себе. Вот, наверное, вот это доверие, самодоверие, оно и приводит как и к самодостаточности, так и к самореализации. Перекладывайте на себя, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.